Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик на счетчик моточасов. Моделька этого счетчика не указана была, то есть как он называется я не знаю, но я оставлю на него ссылочку в описании. Вы можете по ссылочке перейти и найти его. Данная моделька идет на напряжение постоянного тока от 6 до 80 вольт. То есть можно использовать в разной технике, либо компрессоры, генераторы, какой-нибудь транспорт. И счетчик моточасов устанавливается в отверстие либо прямоугольное 45 на 40 мм, либо можно высверлить круглое отверстие диаметром 50 мм, он сюда входит, а диаметр лицевой панели 60 мм, то есть если вы вставите в отверстие 50 мм, как раз вот этот вот бортик закроет и будет он красиво установлен, можно даже в приборную панель куда-нибудь врезать. Подключается очень просто, с обратной стороны у нас два клеммника, плюс и минус, они подписаны вот на бумажечке, наклейка, и на корпусе также у нас вот значки эти есть. То есть я просто беру его, например, к питанию, там, к системе зажигания автомобиля подключаю, когда зажигание включено, он считает. Когда питание вы отключаете, он останавливается. Вот для примера я подключу к блоку питания клеммнички, плюс-минус. Питание я подал, и счетчик начинает работать. Он считает, вот идет как часики, слышно вот этот звук, тикает. То есть там какой-то кварцевый механизм, который у нас считает. На дисплее у нас значение 5 знаков, то есть 99 999 часов максимальное значение. Ну а на белом фоне циферки это у нас считается 1/10 часа. Вот у нас значок 1 делить на 10. То есть единичка это у нас 6 минут. Если мы 60 минут разделим на 10, получается 6 минут. То есть каждые 6 минут у нас будет изменяться число 1, 2, 3. Ну а уже следующее на черном фоне число, это будет показывать 1 час. Сбрасывать показания в этом счетчике нельзя. Если я делал обзор на предыдущие модели, их можно было хотя бы разобрать, то здесь корпус не разборной. То есть это у нас пластинка с обратной стороны, которая к корпусу прижимает, уплотнительная резинка есть. Но сам корпус вот здесь металлически завальцован. Вот такая вот обойма идет. То есть если разбирать, то уже придется вот эти вот края отгибать. Поэтому сбросить показания в этом счетчике проблематично. Я ссылочку оставлю в описании на другую модель счетчика. Там его можно хотя бы разобрать и уже вручную циферки выставить на 0. Но здесь вряд ли получится без ущерба его разобрать. В общем, в принципе, все. Ссылочку я оставляю на этот счетчик в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.